Здравствуйте! Сегодня мы расскажем про такое растение, как анафалис. Подписывайтесь, ставьте лайк и оставляйте комментарий. А мы продолжаем. Анафалис – это род травянистых многолетних растений из семейства астровых, включающий несколько видов и множество сортов. Такие цветы часто используют в целях озеленения и украшения приусадебных участков. Разные сорта анафалиса обладают устойчивостью к холоду и засухам. Это объясняет популярность растения среди садоводов. Анафалис представляет собой прямостоячий быстрорастущий кустарник. В отличие от многих других цветущих многолетних растений, анафалис имеет сильную и углубленную корневую систему. Благодаря этому кустарник получает больше питательных веществ и влаги из почвы, что в свою очередь обеспечивает устойчивость к засухам. Средняя высота растения 40 см. Некоторые сорта достигают в высоту до 1 метра. Растения нуждаются в подвязке или вспомогательной опоре. Анафалис имеет тонкие одиночные стебли, которые могут сломаться под весом цветоносов. Прямостоячие побеги покрыты мелкими белыми волосками. За счет этого растение кажется серебристым или белым. На стеблях большое количество вытянутых пировидных листьев, напоминающих полоски. Иногда растут связками по 3 или 5 штук. Практически все сорта растения характеризуются длительным цветением. Оно начинается в июле или августе и продолжается до 2,5 месяца. В этот период на растении появляются крупные щитковидные соцветия, образованные из многочисленных цветков в форме корзинок. Окрас зависит от разновидности и сорта. Большинство анафалисов имеют цветки с белыми лепестками. На срок и интенсивность цветения не влияют погода и условия выращивания. Анафалисы сохраняют декоративность до поздней осени. Правильно посаженные кустарники выдерживают температуру до минус 34 градусов. Поэтому они подходят для выращивания практически в любых климатических зонах РФ. Растение культивируется больше 200 лет. Выделяют несколько основных видов, каждый из которых включает множество сортов. Далее представлены наиболее распространенные на территории России. Анафалис трехжилковый – это травянистый многолетник, в естественных условиях произрастающий в Гималаях. Анафалис вырастает в высоту до 50 см. Кустарник прямостоячий, с большим количеством удлиненных листьев. Растение покрыто серебристыми ворсинами. Из-за этого оно кажется серым. Цветение анафалиса трехжилкового начинается в конце июня и длится до середины сентября. Основные сорта анафалиса – это летний снег, серебряная волна и серебряный дождь. На фото анафалиса заметно, что цветки округлой формы собираются в обильные соцветия. Эта разновидность отличается высокой скоростью роста. За сезон анафалис трехлистковый рекомендуют обрезать дважды. Анафалис жемчужный считается самым распространенным видом. Это низкорослый кустарник до 40 см в высоту. Растение имеет хрупкие стебли, которые высыхают в летний сезон. Побеги и листья серого цвета с легким голубым оттенком. Цветет в среднем 2 месяца. На стеблях формируются корзинки щитовидной формы. Они состоят из многочисленных цветков диаметром до 1 см. Для посадки рекомендованы участки, расположенные в полутени. Основные сорта – это свежий снег и жемчужная вечность. Корни анафалиса жемчужного быстро разрастаются и вредят другим растениям. Их росту препятствуют закопанный в почве шифер, кирпич или металлические пластины. Представленную разновидность анафалисов можно выращивать на любом типе грунта. Единственное важное требование – наличие дренажа для отвода лишней жидкости. Анафалис непальский – это карликовый сорт, представители которого обычно не вырастают выше 30 см. Непальские анафалисы часто используют в качестве почвопокровного растения. Побеги на кустарниках разрастаются в стороны. При этом стебли расположены близко друг к другу, за счет чего листва кажется гуще. Непальские анафалисы имеют 2 типа листьев – прикорневые и стеблевые. Эта разновидность считается поздней. Цветение начинается в конце лета и длится до середины осени. Отличительная особенность этого вида – одноцветные бутоны. Непальские многолетние анафалисы в природе встречаются в горах на высоте до 5000 метров. Это объясняет устойчивость этого растения к холоду, ветрам и обильному солнечному свету.
Анафалис бархатистый представляет собой карликовый полукустарник высотой до 35 см. Бархатистый анафалис имеет более крупные, в сравнении с другими видами, цветки. Их диаметр достигает 2 см. Бархатистые анафалисы хорошо растут на каменистых почвах. Кустарник прямостоячий, с большим количеством стеблей и листьев. Побеги склонны к одеревенению, которое происходит летом. Декоративность растения сохраняется до конца сентября. Анафалис – высокогорный почвопокровный низкорослый кустарник. Также называется анафалисом альпийским. В период цветения на кустах появляются цветоносы высотой до 40 см. На каждом формируется корзинка, состоящая из мелких белых или серых цветков. Растение отличается уникальной формой прикорневых листьев. Кустарник серебристо-серый. Из-за густого ворса на побегах и листьях задерживается жидкость и приобретают яркий отблеск. Высокогорные анафалисы разрастаются медленно. Однако они хорошо переносят холод, отсутствие влаги и сильный ветер. Их можно высаживать на бедных почвах. Вариантов применения такого кустарника в декоративных целях очень много. Обычно анафалисы высаживают группами для озеленения, зонирования и украшения зеленых бордюров. Растение хорошо подходит для высадки в рокариях и альпийских горках. Анафалис считается компактным, поэтому подходит для любых участков. В миксбордерах анафалис садят преимущественно с однолетними растениями. Лучше всего подходят низкорослые цвета красного или синего окраса, которые хорошо контрастируют на фоне бело-серой листвы. Анафалисы отлично дополняют композиции с использованием хвойных растений и низкорослых лиственных кустарников. Он отлично растет на каменистых почвах, поэтому нередко его высаживают возле искусственных водоемов и декоративных садовых построек. Растение хорошо переносит деление куста. Процедуру проводят весной или осенью после цветения. Весь куст извлекают из почвы, отделяют от растения несколько побегов с корнями, которые высаживают на новое место. Для размножения используют кусты, возраст которых достиг 3 года. Для деленок предварительно готовят лунки. Их располагают так, чтобы после высадки растение не подвергалось обветриванию. Деленки иногда высаживают в горшки или вазоны. Растения адаптируют, оставляют на зиму в прохладном помещении и периодически проветривают. Посадку в открытый грунт проводят весной. Многолетний кустарник редко высаживают рассадным методом. В этих целях требуются качественные здоровые семена. Чтобы они проросли, необходимо поддерживать определенные условия. Чтобы выяснить срок посева, нужно сначала определить предполагаемую дату посадки в открытый грунт. Рассаду начинают выращивать за 1,5–2 месяца. Этого достаточно для того, чтобы прорастить материал и получить здоровые и крепкие саженцы. Семена можно собрать самостоятельно только после того, как отцветет растение. При выращивании анафалиса из семян сажать лучше в конце зимы. Это позволит закалить растение, сделав более устойчивым к неблагоприятным факторам. Посев можно проводить в середине, конце февраля либо начале марта, чтобы высадить саженцы в открытый грунт в апреле. Анафалис ранее использовался в медицинских, а не декоративных целях. Наибольшей пользой обладает анафалис жемчужный, который применяют при изготовлении лекарственных средств в комплексе с другими растительными компонентами. Целебными свойством обладает надземная часть растения, листья и цветки. Путем дистилляции или паровой отгонки из них получают концентрированный экстракт. Он обладает такими свойствами: отхаркивающее, кровоостанавливающее, сосудотонизирующее, антисептическое и вяжущее. Такие свойства объясняются содержанием в составе экстракта анафалиса розофурана. Препараты с этим веществом используют при многочисленных заболеваниях. Благодаря уникальным свойствам, сорта анафалиса используют в различных целях. Наиболее распространенной сферой применения, помимо декоративной, выступает медицина. Также анафалисы используют в косметологии и флористике. В заключение хотим сказать, что анафалис – многолетнее растение, обладающее зимостойкостью, низкой чувствительностью к засухам и отличными декоративными качествами. Существует множество сортов, которые отличаются размерами куста. В ландшафтном дизайне применяются как высокие, так и карликовые виды анафалиса. Цветок отличается неприхотливостью и хорошо растет в любых условиях. Спасибо за просмотр!
Если видео вам было интересно, ставьте лайк и делитесь этим роликом. До новых встреч!